Приветствую вас на канале Bizarre World, меня зовут Макс. И друзья, каждый раз, как я смотрю на карту мира, я вижу там огромный остров, который принадлежит весьма небольшой стране. Гренландия самый крупный остров на Земле, площадью более 2 миллионов квадратных километров, сравнимый с площадью континента Австралии, и в 50 раз больше, собственно, датского королевства, которому принадлежит Гренландия. Как же так получилось, что самый большой остров на Земле стал принадлежать маленькому европейскому государству? Давайте-ка с вами в этом разберемся. Как так вышло? Итак, все началось более 1000 лет тому назад. Тогда Эрик Торвальдсен со своими викингами высадился на острове, дал ему современное название Гренландия. Арктические народы населяли Гренландию, однако к прибытию скандинавов его первые обитатели уже исчезли, и остров был абсолютно безлюден. Европейские же гренландцы считались тогда гражданами Норвегии, в состав которой тогда и входила и Исландия. Эскимосы же, которых ныне называют коренными жителями Гренландии, на самом же деле появились в ней лишь в 13 веке, когда на острове уже 200 лет как существовали поселения скандинавов. Однако, в отличие от исчезнувших викингов, эскимосы с тех пор не покидали остров и населяли его постоянно. А в 1536 году Норвегия заключила унию с Данией, согласно которой было образовано единое государство, включающее в свой состав также и Фарерские острова, Исландию и Гренландию. Доминировала в союзе, конечно же, Дания. Государи, которые из династии Ольденбургов, правили объединенным королевством, а официальным титулом короля было король Дании, Норвегии, Веттов и Готов. А с 1605 года началась уже повторная колонизация Гренландии, теперь уже датчанами. После расторжения унии в 1814 году Норвегия вышла из состава Дании и уступила континентальную Норвегию королю Швеции, но Гренландия все же осталась в составе Дании. После того, как в 1905 году Норвегия обрела полную независимость, она отказалась признать датский суверенитет над Гренландией. А в 1931 году норвежский китобой Хальвард Девольд занял ненаселенный восточный берег Гренландии. Впоследствии этот захват был поддержан норвежским правительством. 2 годами позже Постоянная палата международного правосудия вынесла решение в пользу Дании, с которым Норвегия все же согласилась. Во время же Второй мировой войны Дания потеряла фактический контроль над Гренландией, и в это время Гренландия была отдельно от королевства и сблизилась с США и Канадой, к которым тяготела, собственно, географически. А в апреле 1941 датский посол подписал соглашение с США, которое предоставило американским ВВС право использования военных баз на территории Гренландии. На протяжении войны Гренландия пользовалась практически всеми преимуществами независимого государства, поскольку датское правительство испытывало понятные трудности в управлении островом, и снабжение острова во время войны взяла на себя как раз США и Канада. По окончанию войны Дания вернула контроль над островом, упразднив его колониальный статус. В 1953 году Гренландия была провозглашена частью датского королевства и получила представительство в парламенте страны. А в 1979 году получила широкую автономию по внутренним делам. Автономная Гренландия провозгласила себя государством народа инуитов. Датские географические названия были изменены на местные. Страна стала называться Калaallit Nunaat, а в 1985 году был принят гренландский флаг. Впрочем, движение за независимость острова пока еще остается довольно-таки слабым.
Интересный факт. Вы знали, что в 1946 году США предложили Дании в связи с военной необходимостью купить остров Гренландию за $100 миллионов. Предложение 1946 года было секретным и опубликовано только в 1991 году, когда датская газета обнаружила рассекреченные документы. Тогда Дания отклонила запрос Государственного департамента США на сделку по продаже. Впрочем, Дания уже продавала свои территории Америке. На референдуме, например, 1917 года датчане проголосовали за продажу датской Вест-Индии, так назывались колонии на части Антильских островов в Карибском море. Во времена Холодной войны Гренландия имела незаурядное стратегическое значение для контроля морских путей, а также как удобное место для развертывания систем раннего предупреждения о запусках межконтинентальных баллистических ракет, которые могли перелететь с территории Советского Союза в Америку через Арктику. США были особенно заинтересованы в использовании этих преимуществ, и в 1951 году американская авиабаза Туре на северо-западе острова была преобразована в постоянную базу воздушных сил США. А в 2008 году в Гренландии был проведен референдум по вопросам самоуправления, по итогам которого 20 мая 2009 года парламент Дании принял закон о расширенной автономии Гренландии. Как внутри Гренландии, так и вне ее пределах. Есть люди, которые рассматривают расширение автономии как шаг независимости Гренландии от Дании. А в середине августа 2019 года президент США, еще тогда Дональд Трамп, вторично проявил заинтересованность, в покупке Гренландии. По имеющимся данным, многие гренландцы возмущены тем, что переговоры о покупке острова США ведут за их спинами без учета их интересов. Если даже свободолюбивые гренландцы, допустим, что захотят объявить независимость и захотят продать родину кому-нибудь, то в данном случае Гренландия моментально превратится в остров миллионеров. Даже по минимальной цене в $1 триллион продажа принесет каждому жителю примерно по $18 миллионов. Я думаю, еще несколько лет и Гренландия все-таки станет автономной независимой страной. Уже не будет принадлежать никакой из стран. А что будет дальше с ней? Посмотрим, поживем, увидим. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Bizarre World. И увидимся в следующем выпуске. А у меня на сегодня все. Всем спасибо. Пока-пока.